Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим вниманию волшебным словам на достаток и процветание. Эти волшебные слова обязательно нужно говорить ангелу-хранителю. Не только когда у вас какие-то проблемы, неприятности или беды, а также когда в вашей жизни все прекрасно и хорошо. Почему эти слова нужно произносить, как они звучат и как часто их говорить, друзья, далее все более подробно в этом видео. Обязательно просмотрите это видео и поделитесь этим видео, кому действительно эта информация будет полезна и важна. У каждого из нас есть ангел-хранитель. И, к сожалению, мы к нему обращаемся только когда у нас какие-то проблемы и неприятности, или нам угрожает какая-то опасность. И многие из нас забывают, что ангел-хранитель наш защитник, наш помощник, который дан нам с самого нашего рождения. И ангел-хранитель старается вне зависимости от наших взглядов, от нашего понимания этого мира и так далее, оберегать нас от любых трудностей. И всегда он с нами, а значит, он всегда знает о наших проблемах, о наших переживаниях, а также о много чего такого, что, возможно, мы даже иногда и боимся сказать именно вслух. И когда вы сталкиваетесь с какими-то денежными проблемами, конечно же, каждый из нас хочет как можно быстрее исправить ту или иную ситуацию для того, чтобы в его жизни пришел мир, радость, изобилие и достаток. И вы знаете, есть молитвы. Это достаточно сильные молитвы, благодаря которым вы сможете действительно избежать бедности. И в данном случае вам помогут определенные молитвы. Но и с этими молитвами обращайтесь именно к вашему ангелу-хранителю. Итак, давайте поговорим о некоторых молитвах, которые мы рекомендуем использовать в своей жизни. Первую молитву мы рекомендуем произносить ежедневно перед сном. А если вы столкнулись с какими-то очень такими сложными для себя проблемами, появилось у вас какое-то бессилие, и вы вот заметили, что вы стоите на месте, у вас ничего не получается, тогда вас выручит обязательно эта молитва. Кроме того, старайтесь еще и молитвы говорить утром. Почему именно утром? Дело в том, что когда мы с вами просыпаемся, наши помыслы еще чисты, нам еще ничто и никто не успел испортить настроение. Поэтому, прочитав в утреннее время волшебные слова, молитву, вы сами себя таким образом зарядите достаточно положительной и созидательной энергетикой. Заучивать молитвы не обязательно. Будет достаточно записать слова на листок и положить под подушку. А в утреннее или вечернее время прочитать слова молитвы. Очень важно, когда вы будете переписывать на листочек, вы будете писать от руки, собственноручно. Очень важно, когда вы будете переписывать слова, чтобы у вас не было никаких помарок, не было никаких ошибок, не было зачеркиваний и так далее. Обращаем ваше внимание, что если такое у вас произошло, значит, высшие силы, ваш ангел-хранитель хочет сделать какое-то важное для вас, возможно, совет, рекомендацию, которую вы не хотите видеть и желаете вот только так поступать или иначе. Поэтому в этот момент, если у вас с первого раза не получилось написать эту молитву, вообще любые молитвы, знаете, высшие силы пытаются таким образом до вас достучаться, дозвониться, чтобы вы осознали и поняли, что вы что-то делаете не так. А что именно? Именно вы, разговаривая с самим собой, внутренний, вот когда идет внутренний диалог, вот здесь очень важно, чтобы человек действительно осознал и понял, какую же он ошибку допускает в своей жизни.
Итак, друзья, первую молитву, это молитва на удачу. Произносите ее лучше всего в первой половине дня. Лучше, конечно, утром, как только проснулись, но если у вас нет желания или вы любите утром поспать, то в таком случае первой половине дня. А слова ее звучат, друзья, следующим образом. Ангел-хранитель, святой посланник Бога, данный мне в защиту с небес. Умоляю тебя, сохрани, от зла убереги, к благим делам направь и пошли мне удачи. Аминь. Друзья, эти слова достаточно произносить один раз. Следующая молитва – это молитва ангелу-хранителю для материального вашего процветания. Также было бы хорошо, если вы ее произносили перед тем, как вы будете выходить из дома. А слова этой молитвы, друзья, следующие. «К тебе, ангел Божий, обращаюсь, обереги и защити, сохрани меня, отзовись, услышь мои молитвы, помоги мне, тружусь на славу, и руки мои чисты, и вера сильна, так пусть воздастся мне за это, чтобы жить безбедно, служа Богу. Исполни волю мою, надели земными благами за труды мои. Аминь». И тогда, друзья, в вашей жизни каждый день, конечно же, будет успешным. Но вам всего лишь, как вы видите, нужно уделять всего несколько минут. Конечно, иногда изначально это сложно, знаете, привести это в ритуал. Так же самое, как вас в детстве учили каждый день умываться, да, или, возможно, завтракать. И вы каждый день изо дня делаете вот именно эту практику, эту процедуру. А почему бы вам не делать и такую практику? И таким образом вы не только сможете зарядиться положительной энергетикой, но и призовете к себе успех, благополучие, процветание. Таким образом вы декларируете своему ангелу-хранителю, высшим силам, что вы готовы на изменения, что вы открыты дороге, новой дороге, чистой дороге, где будет изобилие, где будет достаток, где будет благополучие. Это очень важно, чтобы каждый из вас это осознавал и понимал. То есть не только нужно обращаться к своему ангелу-хранителю, к высшим силам, когда у вас что-то тяжело, когда вам сложно, когда у вас нет понимания с вашими близкими, а всегда, каждый день. Иногда мы вот идем по улице или находимся в парке, и хочется в этот момент просто произносить какие-то слова, просить или благодарить. У каждого это свое. Говорите, не бойтесь. Иногда хочется и плакать. Плакать иногда люди плачут просто от радости. Иногда, знаете, можно идти по парку и видеть, как взрослый человек или пожилая женщина сидит в парке, да, у нее все вроде хорошо, она, знаете, даже пьет капучино, и у нее слезы льются. И вы знаете, подойдя один раз вот такой женщине, можно было увидеть, знаете, вибрации любви, вот такого вот солнечные. И когда мы спросили ее, у вас все хорошо? Ответ был достаточно интересный. Говорит, да, у меня все хорошо, я вспоминаю, как я прожила прекрасно эту жизнь. И вот эти воспоминания, они меня лечат и на данном этапе мне помогают в жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы изо дня в день настраивались вот на эту волну радости, волну света, любви, да, возможно, у кого-то сейчас какие-то проблемы, неполадки, да, время достаточно сложное, тяжелое, но помните, что каждый из нас волшебник своей жизни, и если вы научитесь пользоваться своими правильными мыслями, отправлять правильную информацию в космос, приказы издавать своим высшим силам, ангелу-хранителю и не только, то вы действительно сможете жить так, как вы хотите. Но, конечно, вас постоянно будут преследовать какие-то испытания. Проверка, знаете, вашей прочности. И здесь очень важно, чтобы вы не поддались вот этим вот негативным
каким-то указаниям, помыслам. Потому что человек, например, очень часто хочет иметь деньги, и жизнь дает ему эти деньги. И тут человек, знаете, как срывается, он перестает уважать близких. Он, если раньше, например, человек экономно жил, то сейчас живет на широкую ногу, не умеет считать деньги и так далее, и так далее. И жизнь это, конечно же, забирает или пытается научить, как правильно жить через что-то другое. Поэтому обращайте на это внимание. И, друзья, обязательно, вот просто сейчас, вот после просмотра этого видео, поблагодарите Вселенную за те знания, за тот опыт, за то, что вы сейчас вот получили, например, от этого видео. И простых слов, такие как «благодарю Вселенная», «благодарю Ангел-Хранитель», «благодарю высшие силы», друзья, будет достаточно. Но именно эти слова могут помочь вам изменить ваш мир. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше на интуитивном уровне понравилось, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся уже с вами в следующем видео.